Здравствуйте, мои прекрасные императрицы! С вами Сибирика. Добро пожаловать на мой канал Сибила Таро. Сегодня ваш любимый расклад, ваш будущий муж. Расклад будет подробный, поэтому будет всего 2 варианта, а не 3. Иначе видео растянется просто на какие-то часы. И загружать видео на YouTube очень сложно. Девочки, сегодня будет потрясающий расклад, очень подробный. Мы с вами посмотрим вашу подробную сигнификацию, чтобы вы точно были уверены, что большая часть информации будет с вами резонировать. Мы посмотрим ваше знакомство, мы посмотрим самого мужчину, что он принесет в вашу жизнь, его недостатки, его достоинства, какое у него материальное положение и так далее и тому подобное. В общем, рассмотрим со всех сторон. Оставайтесь со мной, наливайте себе вкусный кофе, чай, берите вкусняшку и погнали красиво фиячить. Итак, первый вариант. Первый вариант. Давайте посмотрим, какая вы, для кого этот расклад. Судьбоносные встречи. Судьбоносные будут встречи или встреча. Ну что ж, почему-то мне еще захотелось перед девчонки. Первый расклад, сразу говорю, женщина очень-очень-очень ждет. Очень ждет эту встречу. Не обращайте внимания, мой котенок взбесился, это нормально. Так. Итак, ищем нашу прекрасную королеву Пентаклей. Долго искать не пришлось. Вы женщина, умеющая зарабатывать денежку, возможно, мамочка, возможно, в браке. Такое тоже возможно. Сейчас мы все рассмотрим, девчонки. Земной знак зодиака, но мы не привязываемся к знаку зодиака. Тем более, если с вами резонирует знак зодиака, то этот расклад точно для вас. Здесь у нас блондинка с голубыми глазами. Опять же повторяю, что если вы блондинка с голубыми глазами из земного знака зодиака, то это вот прям 100% с вами расклад отыграется. Вы достаточно такая веселая, жизнерадостная, любите, скажем так, шумные компании. Ну, не то, что шумные, а компании с друзьями. Любите с друзьями провести время, расслабиться, повеселиться, похохотать, пошутить. При этом вы такой человек, который постоянно чему-то учится. Вот что-то интересное вас заинтересовало, вы сразу же полезли там, скажем, в интернет, что-то искать, находить. Любите получать информацию, любите, скажем так, учиться чему-то новому, познавать что-то новое. Здесь также может быть, что у вас очень много хобби, вы очень много чем увлекаетесь. Такая достаточно многогранная девушка у нас здесь. Очень красивая, очень ухоженная. Такая приземленная, стабильная, в облаках не летает, понимает, что нужно потрудиться, тогда что-то получишь, как говорится. Ничего не дается даром. Вот такая к нам пришла девушка, женщина. Отлично. Котенок что-то в этот момент расхреначил. Ну, как говорится, помянем. Не знаю, что он там разбил. Но чего-то у меня сейчас нет. Бывает. Ну что ж. Давайте посмотрим, какая вы. Я сейчас больше буду смотреть характер. Вы... Ой, ну такая прям серьезная у нас здесь дама, серьезная.
и финансами управляет, и финансы эти зарабатывает, и еще и в духовный рост умудряется стремиться, да, и постоянно какие-то идеи появляются, кстати, идеи по поводу вот как заработать денежку. Такая пробивная, такая прям, финансово заточенная, что-то у нас какие-то такие энергии от этой дамы, знаете, такие прям сильные. И котенок что-то разбил, и я кольцом ударилась. И прям такая дама тут у нас нарядная дама. Вы хотите и, скажем так, ну даже не так, здесь больше ваше прошлое показывает, что вами в прошлом был сделан какой-то выбор. Такое ощущение, что этот выбор дался вам очень-очень тяжело, связан это с отношениями, с любовью. Вы выбрали себя. Вот здесь это точно могу сказать. Вы выбрали себя, свое развитие, свое вот как бы, не знаю, как это выразиться. Вы решили, что я сохраняю свои нервы, сберегаю саму себя и выбираю саму себя. Вот здесь вот настолько тяжелое было это решение. Но вы его сделали. Ну и, в принципе, вы человек такой, достаточно закрытый, для кого-то покажетесь каким-то таинственным, да, вас невозможно вот сразу прочитать, разгадать, вот она там такая дружелюбная, веселая, жизнерадостная, там, нет, вас сложно прочитать при первом общении точно, такая немножечко закрытая, особо о себе не распространяетесь. Здесь женщина ждет такой настоящей любви. И мне почему-то хочется сказать поздней и осознанной любви. То есть здесь женщина такая уже достаточно взрослая, поэтому буду говорить женщина. Очень много взваливаете на себя. Вы считаете, что вы сделаете точно лучше, что вы можете сделать лучше, и поэтому вы все на себя взваливаете и, как говорится, все сама и делаете. Вы сейчас в данный момент одиноко, свободно, не находитесь в отношениях, активно занимаетесь своей жизнью, можно сказать, все взяли в свои руки, выстраиваете свою жизнь так, как вам это нужно. У вас есть мечта, вы к этой мечте идете. Мечта ваша – это семья, любовь, уважение, гармония в семье. Здесь также вы можете быть достаточно известной личностью в каких-то определенных кругах. Ну, может быть, вы врач достаточно известный, да, вот в вашем городе. Либо, допустим, вы у себя на работе какой-то известный специалист, ну, например, бухгалтер, да, к которому все в случае какой-то проблемы все бегут. Ну, то есть есть какая-то известность вас в определенных кругах. Мечтаете вы о семье. Очень вы не хотите, чтобы у вас были отношения, как в прошлом, когда была очень сильная привязанность, буквально одержимость человеком. Вы очень боитесь этого, и потому что вот этот триггер, да, из прошлого, насколько это было тяжело, насколько была тяжелая эта утрата, в доме просто царило разочарование, потеря и душевные боли. Вот вы этого больше не хотите, никакой привязанности вы не хотите, одержимости тем более. Стараетесь контролировать свои чувства и эмоции. Вы человек, который, если нужно, может схитрить, если нужно, может и обмануть. Но у вас как-то это происходит гармонично, понимаете? Вы не перегибаете палку. Я не устану повторять, что наш мир дуален. И наш мир перестанет существовать, если уйдет все зло.
и также перестанет существовать, если уйдет все добро. Только равный баланс между злом и добром, между дьяволом и Богом держит наш мир. За счет этого он существует. И мы с вами тоже дуальны. В нас есть энергии Бога, в нас есть энергии дьявола. Поэтому вы здесь показывают мне достаточно сбалансированная личность. То есть, если нужно, если вы понимаете, что это того стоит, и это особо сильно никому не навредит, вы можете и обмануть, и можете прибегнуть к какой-то хитрости, да. И мне показывает по пажу Пентаклей, что вы этому научились в течение жизни. И благодаря этому вы добились таких успехов в финансовом плане. То есть вы понимаете, где какая грань и где переходить за черту не нужно, да? То есть здесь все сбалансировано. Я вижу человека, у которого и дьявол, и Бог сбалансированы. И высокие вибрации, и низкие вибрации находятся в балансе, находятся в равновесии. Ну что ж, на дне у нас 4 кубков. Есть в данный момент, есть у вас, конечно же, тоска. Есть тоска, и вы очень ожидаете встречи, знакомства с мужчиной именно достойным. Да, я чувствую по энергиям, что есть вокруг вас мужчины, но они как вот эти мушки, они вот крутятся, ничего серьезного. А вам хочется встретить мужчину сильнее вас. Вы очень сильная женщина, целеустремленная, такая цепкая, но хочется встретить мужчину, который будет сильнее, серьезней, такого императора, не иначе. Ну что ж, мои хорошие, вот такой у нас первый вариант, такая сигнификация. Давайте с вами посмотрим, как же произойдет ваше знакомство с вашим будущим мужем. Как же произойдет это знакомство, покажут ли нам карты. Покажите, подсветите. Произойдет ли, Господи, чуть не договорила, девчонки. Как произойдет знакомство? Знакомство произойдет в привычной для вас атмосфере, мои хорошие. В привычной атмосфере. Может, вы будете у себя на работе, заниматься привычными делами, будете вы находиться в состоянии гармонии, умиротворения, то есть, привычная для вас обстановка. И знакомство ваше произойдет при энергообмене, то есть, когда к вам обратятся с каким-то вопросом или с каким-то предложением, то есть возникнет энергообмен, когда обмениваются энергиями во время разговора, во время прикосновения, во время взглядов, переглядов, это тоже энергообмен. Вот что-то здесь такое будет. Вы сразу же почувствуете симпатию от этого мужчины. Конечно, он не будет ее проявлять в полной мере, но вы почувствуете вот какие-то импульсы, какие-то посылы, вы почувствуете. Что-то для вас это покажется абсолютно новым, не знаю почему пока, девчонки, но здесь по энергиям вы будете ощущать, что-то это такое новое, и как-то вы немножечко скукожитесь, так закроетесь, да, в свою ракушечку заползете. Почему, девочки? Мы все понимаем, почему, да, когда мы долго не находимся в отношениях, женщина, она как-то, когда все не то, когда мужчины не те, мы как-то немножечко начинаем закрываться, и, в принципе, когда появляется тот, мы с вами уже автоматом закрываемся, типа, опять фигня какая-то, пошла я в ракушку свою. Вот здесь что-то будет такое. Угу. Как вообще вот произойдет эта встреча? На работе девчонки, идет четко на работе. Я вот прям чувствую ваша привычная атмосфера, что там бумажки какие-то у кого-то. Я чувствую несколько энергий сейчас. Смотрите, кто-то из вас действительно сидит за столом, у нее
господи, у нее большие пачки бумажек, что-то вы их там перебираете. Вижу энергию, когда вы какие-то инструменты, вот я прям вижу железо, металл, вы инструменты перебираете. Не знаю, что вы там с ними делаете, просто вижу, что в руках, потом вы их куда-то ложите, вот такое. Вижу энергии, когда вы почему-то ходите по какому-то помещению, передвигаетесь, потом сидите за компьютером, потом опять ходите, вот что-то вот такое. Девчонки, 3 энергии пока увидела, но вот сейчас вижу еще одну. Кто-то из вас, вот мне прям очень четко идет картинка, работает парикмахером, потому что я вижу, что вы стрижете мужчин, я вижу мужчин. Вот прям вижу, как вы делаете стрижку. Вижу ваши руки, вижу голову мужчины, и вы стрижете машинкой. Вот такое, девчонки, вот прям картинка четкая. По энергиям вы очень любите свою работу, очень любите. Здесь я ни в одной энергии не увидела, что какое-то отвращение к работе. Нет, вы очень любите свою работу, вы с нее вообще кайфуете. Так, девчонки. Итак, как произойдет встреча? Угу. Ну, смотрите, девочки, тут действительно мне идет, что мужчина к вам обратится за получением каких-то знаний, либо за получением услуг. Ой, но здесь по двойке пентаклей это какой-то равный будет между вами обмен. Скажем так, он вам деньги, вы ему стрижку. Он вам деньги, вы ему консультацию. Вот что такое, девчонки. Здесь на это совершенно четко, точно показывают карты. Карты, точнее, показывают вам. Я по энергиям считываю. Вот здесь идет обмен. Я тебе, ты мне. Закончится ваша встреча вашим ощущением, знаете, того, что вот когда встреча закончится, вы подумаете, ну, не знаю, девчонки, мне вот прям идет, что вы будете улыбаться после этого мужчины. Вот встреча ваша закончилась, он ушел, и вы прям как улыбаетесь. Настолько позитивно, настолько приятно была эта встреча, и у вас появится впечатление об этом мужчине. Ну, блин, а он меня зацепил, вот что-то как-то он меня зацепил, какой-то он прям такой победитель, что-то все померкли на его фоне, какой-то он интересный. Девчонки, вот здесь вот прям такое будет. Хорошо, как будет дальше развиваться знакомство? Ух ты, девчонки, ететь, колотить. Ну как будет развиваться? Во-первых, мужчина-то тоже, знаете, не бедный, тоже умеет денежки зарабатывать, и такой духовный прям человек, и настроен на серьезные отношения. То есть, как будет развиваться? Ну, в принципе, вы сразу как-то сочетаете этого мужчину, что, блин, вот он мой король пентаклей, вот он мой мужчина. Вы перестанете быть закрытой. Вот что мне об этом точно говорят. Тут произойдет трансформация. Такое ощущение, что как и у мужчины, так и у вас. Вы как-то изменитесь внутренне, как-то более раскроетесь, откроетесь, вы станете более такая открытая в плане проявления своей женской энергии, да, и мужчина своей мужской. Как дальше будет развиваться событие? Мужчина к вам проявится, король жезлов, король кубков. Мужчина к вам проявится с любовью, с чувствами, по справедливости. Он сделает это очень красиво, он сделает это ненавязчиво. Мужчина не будет за вами бегать хвостиком. Мужчина очень достойный, очень гордый, в какой-то мере упрямый, но такой же, как и вы. Вы абсолютно похожи будете характерами, девчонки, и взглядами на жизнь. И как нужно жить эту жизнь, тоже у вас будут абсолютно одинаковые в этом плане мысли и
убеждения. По королю жезлов достаточно ярко он будет проявляться, достаточно активно будет ухаживать. Но вот по карте справедливость, действительно, он будет это делать филигранно, девчонки, филигранно. То есть вам невозможно будет подкопаться к чему-либо. А здесь вот он меня пригласил, но внимания не уделил, а здесь вот он мне подарочек не подарил. Нет, девчонки, вам не к чему будет прикопаться. Мужчина фундаментальный, мне хочется сказать. То есть здесь будет высчитано, выверено до миллиметров, и подкопаться будет не к чему. И с появлением этого мужчины в вашей жизни вы будете абсолютно уверены, что это ваш мужчина, и что он абсолютно серьезен, и что он для брака. Ну что ж, как его будет первое проявление? Давайте посмотрим, какое будет его первое проявление. Ну какое? Как к ценной женщине, как к императрице, как к будущей жене. По тузу мечей вам это будет абсолютно понятно. То есть проявления этого мужчины будут такие, что вы ощутите себя на троне, вы ощутите себя единственной женщиной на этой планете, и что это ваш мужчина. Все. Никаких сомнений, а может у него кто-то есть, а может он со мной хочет ночку провести, а может... Нет, таких сомнений абсолютно не будет. По тузу мечей все будет ясно, понятно, без вопросов, абсолютно. Ну что ж, девчонки, давайте мы с вами посмотрим самого мужчину, рассмотрим его немножечко поближе. Так, у нас уже 21 минута, да, ну, ничего не могу поделать, я стараюсь заглянуть как можно глубже, рассказать вам как можно больше. Поэтому простите, что видео получаются долгими. Так. Давайте рассмотрим, покажите нам этого мужчину. Покажите нам его характер, какой он. Ну, я же сказала. Император. Кто бы сомневался, девчонки. Мужчина, привыкший управлять своей жизнью. Мужчина, который что-то взрастил уже, причем очень быстро и в большом количестве. Этот мужчина может владеть своим бизнесом, сеть магазинов. Что-то вот он взрастил много. И это много приносит деньги, и это много продолжает расти. То есть здесь мужчина, который управляет и своей жизнью, и своим делом каким-то, и, может быть, на работе он там целые отделы взрастил, и теперь эти отделы работают как швейцарские часы, компания процветает и все такое. Может, он руководит отделом, который там просто работает как один единый механизм. Здесь что-то в этом плане. Человек однозначно чем-то управляет. Однозначно. Человек слова, человек стена. Рядом не выпало никаких карт, которые бы говорили о том, что, ну, император у нас не всегда хорошо. Император это может быть жесточайший эгоизм и эгоист и деспот. Такое тоже может быть, но с ним выпали очень хорошие карты, он показывается в энергиях императора, потому что он умеет управлять и своей жизнью, и своими эмоциями, и своими планами, и своим делом. В общем, этот человек все берет в свои руки, не боится ответственности. То, что вам нужно было, не так ли, девочки? Какой он еще? Мужчина, который пережил, конечно, в своей жизни разбитое сердце, пережил какие-то колоссальные изменения, но сейчас, в данный момент, мужчина находится в энергиях рыцаря кубков, то есть он, в принципе, с позитивом смотрит на мир, достаточно добродушен, не кремень, который в себе держит свои чувства, нет, достаточно эмоциональный, стабильный, хочется сказать, со здоровой психикой мужчина. Да, были изменения, да, был страшный суд, было какое-то перерождение, но у кого его не было, девчонки. Мы все, как говорится, перерождались. Мужчина такой, знаете, может по пажу мечей
ревновать, может где-то понаблюдать, ну, наблюдательные достаточно девчонки. Вот о чем мне здесь говорится, да, мужчина влюбляется, но он не будет делать каких-то опрометчивых шагов, он сначала будет наблюдать, он сначала будет собирать информацию, и только потом по колеснице, да, будет куда-то двигаться, что-то развивать. Вот здесь достаточно такой наблюдательный. Но мы видим, что было разбито сердечко, и, конечно, есть какие-то триггеры у нас из прошлого, они у нас у всех есть. И, как говорится, опыт заставляет быть более настороженным. Вот и все. Мне здесь сразу показывает то, что увидит он вас в потрясающих энергиях, увидит он вас очень жизнерадостной, очень яркой, очень огненной, страстной, сексуальной. И в то же время он поразится, насколько такая хрупкая, красивая женщина может все так организовать. Он увидит в вас ровню себе, он увидит в вас человека, который... скажем так же, как и он, может все взять в свои руки, может взять на себя ответственность и творить великие дела. Причем по тузу мечей он это, в принципе, приметит сразу. То есть мужчина здесь и оценит вашу внешность, и вы внешне ему безумно понравитесь. Ему понравится ваш стиль, как вы одеваетесь, ему понравится ваша какая-то изюминка с внешностью, может это родинка, может быть у кого-то какой-то шрамик. Вот то, что вы считаете как бы не очень, не хотели бы удалить, а этому мужчине очень понравится. Мужчина тоже достаточно такой закрытый, немножечко... Ну, как говорится, у него есть тайны, он особо о себе ничего не рассказывает. Ну, я же говорю, абсолютно похож на вас. Вы там верховная жрица, он здесь в Луне. Не будет он даже своим друзьям рассказывать что-то личное. Вот он считает, что личное – это личное. Но в то же время мужчина готовый сражаться за свои цели, за свою женщину, за свои какие-то идеи. Он не боится трудностей, не боится. Вот такое ощущение, что прошлые отношения как-то тяжело ему дались достаточно. Долгое время он как-то закрывал свои дорожки, да, к другим женщинам. Но сейчас, на данный момент, мужчина хочет исполнения своих желаний, хочет... Чего ты хочешь? Хочет как-то уйти окончательно от прошлого своего, вот отойти от этого. Хочет, да, спокойствия, умеренности, здорового энергообмена, когда я люблю, меня любят в ответ, когда я забочусь, обо мне заботятся. Вот такой мужчина, девчонки. Пишите «принимаю», обозначьте себя, и пусть это прекрасное событие как можно скорее идет в вашу жизнь. Итак, что принесет, в принципе, этот мужчина в вашу жизнь? Вот что он принесет? Какие изменения? Что принесет этот мужчина в вашу жизнь? Ой, девчонки, ну здесь прям вот колоссально он изменит вашу жизнь, причем очень резко ворвется в вашу жизнь, так напористо достаточно. Привычное, скажем так, времяпрепровождение ваше, оно будет разрушено, здесь все будет совершенно по-новому. Мужчина буквально вас за руку возьмет и поведет в прекрасное светлое будущее. Ну, изменения будут колоссальные, конечно. Вот то, что долгое время у вас не происходило, но вы об этом очень сильно мечтали, с этим мужчиной начнет осуществляться.
Ну, я же говорю. Здесь мужчина как-то колоссально перевернет вообще ваше понятие любви, колоссально перевернет вообще взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. И отношения будут развиваться достаточно быстро. Здесь будет какое-то полное чувствование друг друга, и вы будете друг друга очень гармонично дополнять. Не знаю, можно так сказать, гармонично дополнять, но я думаю, что вы меня поняли. Изменения, колоссальные изменения. Ну и опять же мне показывается то, что самое главное изменение, которое мужчина принесет в вашу жизнь, это уберет вашу вот эту закрытость и оборону, вот эту ожидательно-выжидательную позицию, да, когда вы на мужчин из-за забора смотрели и думали, подпустить, не подпустить. Вот в этом плане мужчина, конечно, очень сильно вас изменит. Ну что ж, девчонки, любовь, гармонию, понимание принесет мужчина. Давайте посмотрим, какие у него недостатки. У всех у нас есть недостатки. Давайте посмотрим, какие недостатки будут у данного мужчины. Опа. Ну, первый недостаток — это то, что он может хладнокровно прям обрубать. Да? То есть что-то, что ему причинило какой-то дискомфорт и деструктив, он прям безжалостно обрубает это и убирает из своей жизни. Недостатки. Ну, смотрите, как я и сказала, обрубает, заканчивает. Если какая-то нечестность, какие-то тайны, если чувствует какой-то подвох, если чувствует ложь, этот мужчина достаточно жестко, хладнокровно обрубает контакт с этим человеком и больше в свою жизнь этого человека не впустит. Не впустит. То есть здесь это будьте осторожны, не врите, не обманывайте, не лукавьте. По Луне мужчина это очень тонко чувствует. Ну, опять же, я здесь говорю о том, что есть такой недостаток, что он в голове себе четко что-то намечтает, что-то придумает, и если в реальной жизни происходит что-то не так, как он себе там придумал, выстроил, мужчина, ну, достаточно злится такой, беситься может по этому поводу, его это раздражает, ему нужно, чтобы все было так, как он задумал. Ну, это, конечно, недостаток, но не думаю, что он прям такой огромный. Ну, мужчина, не знаю, показывает, что это недостаток. Ну, я скажу, что здесь мужчина любит быть победителем. То есть ему важно, чтобы ему рукоплескали, чтобы признавали его значимость, чтобы, скажем так, он был лучшим. Вот он был лучшим. Ну, у нас рядом падает карта Иерофанта. Не могу сказать, что он здесь прям какой-то законченный эгоист, который вот хочет, чтобы ему рукоплескали, ему поклонялись. Нет. Ну, здесь... Почему это недостаток? Ну, потому что, например, представим такую ситуацию. Мужчина загорелся идеей построить, например, дом. И все, он пока не выполнит это, не остановится, то есть он может уставать, он может там не досыпать, но вот пока не выполнит, пока не победит вот это все, он не успокоится. Вот, ну, как бы это, да, недостаток. Ну, опять же, не вижу ничего прям ужасного. Недостаток. Ну... Для вас будет недостаток его то, что он каким-то вещам, к которым вы будете относиться как-то настороженно, он будет относиться как-то легче, по дураку, абсолютно не нервничая. Вот вы будете считать, что это недостаток. Ну, не знаю, девчонки, вот так вот показывает. Давайте посмотрим достоинства. В
принципе, нам уже достоинства понятны, да? Мужчина серьезный, мужчина состоятельный, мужчина ответственный, мужчина уверенный в себе, мужчина трудяжка, мужчина решительный. Кучу достоинств. Ну, давайте, что карты хотят сказать, что хотят обозначить для вас его достоинства. Мужчина сильный. Ну, карты говорят, самое главное достоинство, в которое ты в нем увидишь, моя хорошая, это то, что он страстный. Это то, что он прекрасный любовник. Это то, что он умеет красиво проявляться. Это то, что он действительно любящий. И любит он и сердцем, и душой. И ты это будешь чувствовать, что мужчина очень сильный. Ты будешь чувствовать себя с ним в безопасности, как за каменной стеной. То есть мужчина в твоих глазах будет прекрасен. Прекрасен. Достоинство. Мужчина нацелен на семью. Ну, не просто на семью, вот я хочу семью и 5 детей. Нет, мужчина будет настроен на семью в гармонии, в ресурсе, обеспеченную финансово. То есть он будет над этим работать, он будет взращивать эти финансы. И, может быть, он даже в данный момент какие-то накопление имеет именно для семьи. Именно для семьи. Мужчина, который не стоит на месте, мужчина, который движется вперед, мужчина стабильный, мужчина гармоничный, так же, как вы, сбалансированный. Вот мне хочется так сказать. Ну что ж, девчонки. Помимо тех достоинств, которые я уже озвучила, карты вам выделили определенные. Ну, материальное положение, я думаю, здесь понятно. Ну, давайте, у нас есть такой пункт, давайте посмотрим. А что, говорит, смотреть? Ты уже все сказала. Окей. Такое тоже бывает. Давайте посмотрим, как вы будете ощущать себя в браке с этим мужчиной. Как вы будете ощущать себя в браке с этим мужчиной? Как вы будете ощущать себя в браке с этим мужчиной? Как звезда. Как звезда, вот ваш вот этот отшельник, такое чувство по энергиям, офигеет, офигеет. Боже, я не отшельник, я звезда, я любима, у меня прекрасная семья, у меня десятка кубков, у меня все, что я хочу, я счастлива, я наполнена, я любима, я люблю. Просто звездулька, просто звездулька. Вот такое ощущение, что вы будете постоянно свою жизнь в браке с этим мужчиной, будете постоянно сравнивать со своей прошлой жизнью. Нам здесь карты прошлого вышло. Вы будете вот вспоминать вот эти вот разочарования, предательства и будете сравнивать, что, боже мой, а что так можно было, что можно было жить вот так вот, радоваться жизни рядом с мужчиной, которого ты чувствуешь, понимаешь, и который понимает тебя, и у вас действительно любовь. И мне почему-то вот опять идет взрослая, зрелая любовь, когда люди уже взрослые и зрелые, когда уже есть огромный жизненный опыт, когда уже нет вот этих страстей с битьем посуды, вот этих мексиканских сериалов, да, когда все гармонично и спокойно. Ну, он для вас будет победителем, этот мужчина будет для вас обеспеченным, стабильным, духовно развитым, не деградированным в духовном плане, да. С ним есть о чем поговорить, вы будете чувствовать себя прекрасно, в стабильности, и этот мужчина для вас будет действительно победителем. Вы будете знать и ощущать, что мой мужчина сделает все для меня, для семьи, то есть это победитель. Это победитель, который решит все вопросы. Давайте посмотрим, как можно ускорить вашу встречу. Как ускорить вашу встречу? Как вам ускорить вашу встречу с этим прекрасным мужчиной?
вам здесь карты говорят о том, что в первую очередь вам нужно привести в вашем доме, скажем так, провести посадку хорошего и позитивного, и это взращивать. Почему-то мне говорят о том, что вы в своем доме должны наладить здоровый энергообмен. Не знаю, может быть, у вас в семье какие-то конфликты или еще что-то, ну что-то вот не совсем налажено. Вот здесь про это говорится. Ну и здесь говорится о том, что нужно заканчивать висеть, оставаться в какой-то подвешенной ситуации, продолжай обучаться, продолжай расти. И помогу, осознавай и понимай, что ты творец своей судьбы. Здесь я бы сказала так, здесь от карт такой посыл, что вы можете даже проговаривать: я знаю, что такой мужчина придет в мою жизнь, я его жду, я его к себе притягиваю, и я его не знаю, но я уже его люблю и жду. Вот такой расклад у меня для единичек. Давайте перейдем ко второму варианту. Итак, второй вариант. Рыцарь мечей. Какая вы? Покажите мне прекрасную даму, которая пришла ко мне на расклад. Девчонки, пока готовлю колоду, не забывайте писать принимаю, не принимаю, благодарю и так далее. Ну, как-то себя энергетически обозначить, да? Для Вселенной, для высших сил. Также мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь. Это для меня очень большая мотивация и дальше делать для вас расклады. Ваши слова благодарности мне безумно греют душу, и я в ответ вам благодарна за эти добрые слова. Ну что ж, девчонки, поехали. Какая вы? И рыцарь мечей все-таки лучше. Ну, у нас здесь дама также находится, как и первый вариант, в энергиях короля Пентаклей, то есть женщина, которая работает, зарабатывает, но сейчас какой-то вот достаточно острый период в жизни, да, происходят какие-то качели в плане финансов, что-то. Здесь по рыцарю мечей может быть даже какой-то конфликт из-за финансов. Возможно, вы отстаиваете что-то в финансовом плане свое. Вышли вы прям так... Девчонки, вот смотрите, я сейчас только заметила. Я первый вариант делала, искала королеву, да? А смотрите, а этот вариант я начала вот сразу. Девчонки, ну значит так надо. У нас, знаете, у тарологов, у эзотериков ничего не случается просто так. Абсолютно. Значит, я так и продолжу. Ну да, здесь какая-то вот ситуация... Такое чувство, что вот какой-то человек, это, возможно, ваш друг или что, вот какая-то ситуация нехорошая с его стороны произошла в финансовом каком-то плане. Может, девчонки, может, друг, там, подруга, знакомая заняла деньги и не отдает. Вот тут что-то такое. Ну, вы справитесь с этой ситуацией. Какая вы? Ох, женщина-император. Идите колотить. Женщина с остальными яйцами. Вот прям так и хочется сказать. Ну что ж. Во-первых, очень сильная. Карта силы. Она просто так не падает. Карта силы падает, когда человек прошел и Крым, и Рим, и огонь. Рим. Рим. Господи. Ой. Ну, много говорю, девчонки, много говорю. И Крым, и Рим, и огонь, и медные трубы. В общем, жизнь, как говорится, покидала, будь здоров.
Но здесь вот вы такая вот стали сильная по императору, вы можете чем-то управлять, возможно, занимаете какую-то руководящую должность, возможно, в принципе, в семье вы такой император, да, который всем управляет и к которому все идут за разрешением тех или иных вопросов. По тройке пентаклей вы можете и обучать людей, да. Во-первых, вы сами постоянно чему-то обучаетесь, но можете еще и сами кого-то обучать на работе кого-то, например, там приходят к вам новые сотрудники, вы их обучаете. Ну, что-то в этом роде, девчонки. Вот просто накидываю, чтобы примерно было понятно. Женщина у нас верховная жрица, возможно, у вас развита интуиция, возможно, вы, знаете, здесь мне больше идет по энергиям, что вы тщательно скрываете свою мечту, вот что-то изменить в своей жизни, выйти во что-то новое, скажем так. Вы, в принципе, сейчас себя ощущаете в ресурсе, да, и денежка у вас есть, и работа есть, и вроде все стабильно и прекрасно, но вот чего-то не хватает, я так подозреваю, любви, иначе бы вы не смотрели этот расклад, да, но здесь уже логика, а не какие-то способности, но вот не хватает вот этого, чтобы двинуться к чему-то новому. Были прошлые отношения, тоже по дьяволу понятно, тоже зависимость, тоже тянуло безумно, но вот мужчина как-то вот незрелый был, незрелый, девчонки, немножко такой инфантильный, разбил вам сердечко. Вы женщина очень справедливая. Вы женщина, во-первых, верующая, во-вторых, вы действительно можете учить, преподавать, консультировать, обучать, вот что-то такое. Вы семейная, вы очень семейная, вы цените моменты с семьей, да, вот вы цените сплочение с семьей, время, проведенное с семьей. Для вас это очень важно, это вас наполняет. Вы можете, скажем так, во-первых, вы такая достаточно дома, вы такая легкая, игривая, шутливая. У вас дома такой, знаете, свой мир. Вы на работе одна, а дома вы совершенно другая. Дома у вас такой выстроен свой отдельный мир. У вас там красота, гармония, вы там расслабленная, шутите, прикалываетесь. Вот такая вот атмосфера у вас в доме. И вы эту атмосферу создаете и бережно поддерживаете. Ну, здесь показывается прошлый мужчина, с которым все закончено, у которого было очень много тайн от вас. Такой. Не хочу даже его рассматривать. Здесь очень долгая получится сигнификация, но наконец-то вы у нас вышли, поэтому возьму вот эти 3 карты. Вы у нас огненного знака зодиака, может быть, женщина такая кореглазая, темные глазки, могут быть брюнеточка. Опять же, повторяю, мои хорошие, мои прекрасные императрицы, если по сигнификации цвет глаз и знак зодиака с вами совпадает, то все, смотрим расклад и не переживаем, что информация не для вас, она точно будет для вас. Если же не совпадает, то мы тогда тщательно прослушиваем всю сигнификацию, понятно? Не привязываемся мы, конечно, к цвету волос, знаку зодиака, глазам, но имеем в виду тогда, что расклад на 100% с вами не проиграется. Выхватываем ту информацию, которая интуитивно кажется, что она для нас. Ну, смотрите. Ой, господи, естественно, в прошлом были какие-то подлости, естественно, приходилось с кем-то сражаться, естественно, приходилось отстаивать себя, естественно. Ну, у всех у нас это было.
И связано это вот с вашим прошлым мужчиной. Ну, привязаны вы были к нему безумно. И он, в принципе, вас как-то и не отпускал, да. И вместе не могли, и друг без друга не могли. Но, слава богу, сейчас дороги перед вами открыты. Вы снова в своих огненных, прекрасных энергиях. Женщина у нас достаточно такая яркая, достаточно такая манкая, сексуальная, очень много у вас сексуальной энергии, вы такая быстрая, импульсивная. Королева жезлов, она не любит ждать. Вот я хочу, вот все, что я хочу, должно было быть у меня уже завтра. Ой, точнее, уже вчера. Все, точка. Ну что ж, вот такая сигнификация у меня для вас, двоечки. Давайте теперь посмотрим, как произойдет знакомство. Уже начну заговариваться. Как произойдет знакомство с вашим будущим мужем. Как произойдет знакомство с вашим будущим мужем. Девчонки, напоминаю, что если вы хотите точно такой же расклад, но со стопроцентной информацией для вас, обращайтесь ко мне в Телеграм, я сделаю для вас личный расклад. Личный расклад стоит 3000 рублей. Мы с вами от часа и больше будем беседовать по видеосвязи. Вы сможете задать все вопросы, мы сможем рассмотреть все нюансы. Ну что ж. Как произойдет знакомство? Так, девчонки, а здесь интересно, а здесь интересненько. Угу. Что-то необычненькое. Во-первых, знакомство, я думаю, произойдет либо через звонок, либо через сообщение. А здесь такое ощущение, вам придет сообщение романтического характера. И такое ощущение, что вы как-то в этот момент будете ожидать это сообщение. Вот что интересно. Давайте рассматривать дальше. Надеюсь, YouTube меня не забанит за мою курилку. Угу. Угу. Вот такое ощущение, что... Подождите, я уточню. Да. Это сообщение любовного характера точно придет от человека, которого вы знаете, и вы будете ожидать этого сообщения. Совершенно точно мне идет. Но это будет в тот период, когда у вас будут какие-то страхи и переживания по поводу вашей семьи. Нет, девчонки, подождите. Нет, девчонки, здесь совершенно другое идет. Девчонки, здесь выбор. Девчонки, все. Неправильно. Неправильно. Вы будете ожидать от этого мужчины. Мужчина может быть моложе вас. Это раз. Вы его уже знаете. Он уже в вашем сердце. И вы почему-то уверены, что у этого мужчины есть жена. Либо женщина, с которой он живет. И у вас сейчас... на данный момент страхи, или будут, девочки, будут. Кто-то его уже знает, кто-то познакомится и будет ждать от него сообщения. Вот так, девчонки. Вот здесь у вас страхи и переживания, что мужчина выберет не вас, что у вас, в принципе, страхи и переживания будут по поводу выбора. Вот знаете, а что же мне делать? Он не свободен. Да, дела. Ну, что я вам хочу сказать? Здесь действительно будут судьбоносные события происходить. Ваша встреча действительно будет запланирована. Запланирована Вселенной, запланирована высшими силами. Здесь прям произойдет встреча в каком-то доме. В каком-то помещении, и атмосфера будет такая достаточно умиротворенная во время этого знакомства. Где-то у воды, девчонки. Вот дом, помещение где-то у воды. И будет какая-то спокойная атмосфера, возможно, так же, как у меня на заднем фоне будет играть какая-то спокойная музыка. Угу.
Мужчину вы сразу приметите. Мужчина будет очень отличаться от всех остальных. И знаете, вы как-то его увидите в момент, когда он будет что-то отстаивать, оспаривать, что-то как-то защищать. И вы почувствуете от него такую силу, такой уверенный в себе будет мужчина, но вы отметите, что как-то он немножко как звезда себя ведет, да, вот что-то здесь такое будет. Угу. Вот, девчонки, по энергиям идет, что он как будто что-то для себя будет выбивать. Даже вот не знаю, как это объяснить. Что-то он будет отстаивать для себя. И вы так подумаете, ну, во-первых, мужчина красивый. Вы это сразу же отметите по аркану звезда, да? Ну, вот как-то вы скажете, ну да, сильный, красивый, такой прикольный, но что-то он как-то перегибает, что-то вот он, не нравится мне это. Что он там отстаивает, что он тут... Тут такая гармония и умиротворенность, а он тут что-то кипишу навел. Вот такое, девчонки, идет. Ой, девчонки, а у вас здесь мысль такая промелькнет, а он мне подходит. Вот с ним бы я зажгла, вот с ним бы я поехала бы покаталась, да, такой вот. Но ваше разбитое сердечко вам скажет, ну что ты, ну куда ты опять, моя хорошая, ну что такое, давай это самое. Мы тут пришли кофейку попить, давай это самое, не будем. Вот такое. Ой, страсть, девчонки. Ну, у вас как-то вот вспыхнут такие прям, ну, влюбленность, девчонки, по дьяволу здесь прям, ну, вы меня простите, конечно, но у вас, как вы это, ну, вы возжелаете мужчину, вот скажем так, возжелаете, и будут у вас такие мысли, что ну я бы такого себе мужа бы хотела, ну клевый. Дальше как будет развиваться ваша встреча? Хорошо, вы его увидели, вы его там приметили, возжелали. Что дальше? Ой. А девчонки, а дальше прям он вас тоже приметит. Он вас тоже приметит. Мужчина у нас король Пентаклей, земного знака зодиака, достаточно обеспеченный, умеет зарабатывать денежку, такой вот. Но, возможно, будет, девчонки, не свободный, етить, колотить. Ну, не бывает у нас, да, хороших прям раскладов. Что ж делать-то? Ну, что делать, девчонки, это жизнь. Это жизнь. Мы встречаемся, мы расходимся. Такое бывает. По рыцарю жезлов будет он к вам проявляться, как-то проявит к вам свою симпатию, какие-то ухаживания будут. Сначала, скажем так, ой, девчонки, но здесь как-то мне идет по энергиям, то прям с напором, то немножечко сдержанно. То с напором, то немножко сдержанно. Вы знаете, не знаю, поняли ли вы меня, короче, неважно. Девчонки, будет рассказывать вам о том, что у него с женой происходит разрыв. И мечтает он закончить этот брак и начать жизнь с чистого листа. Именно об этом вам будет говорить мужчина, именно так вы его и узнаете. Мужчина очень красив, девчонки, очень красив. Очень будет красивый. Я вам это сразу говорю. Мы дальше посмотрим. Как бы это... Это будет матерное слово. Короче, звездит он или нет. Мы это с вами, девчонки, дальше рассмотрим. Вот такое знакомство. Сейчас будем рассматривать самого мужчину и, в принципе, зададим этот вопрос, да? Ну, я думаю, карты нам, в принципе, все покажут. Сегодня у нас прям такой подробный расклад. Уже почти час мы с вами тут балакаем. Мне нужно проверить, посмотреть, чтобы моя музычка не закончилась.
Так вот. Так. Катаюсь тут по комнате на своем кресле. Все для вас, мои хорошие. Пока готовлю колоду, девчонки, напомню, что, конечно, смотреть Таро расклады это круто, но, девчонки, не перегибайте. Не принимайте Таро расклады как руководство к действиям. Принимайте решения сердцем, душой, разумом. Не смотрите каждый день расклады, не погружайтесь в это очень сильно и очень много. Почему? Потому что, девчонки, ну подумайте логически, если бы нам было позволено заглядывать в свое будущее и простраивать себе дорогу, зная наперед, это, наверное, мог бы делать каждый, это было бы доступно каждому. Все-таки это эзотерика, все-таки это тайное, все-таки это некое вмешательство, поэтому, девчонки, во всем нужно знать меру. Во всем нужно знать меру. Не нужно бегать по тарологам и задавать один и тот же вопрос или вообще по любому вопросу обращаться к тарологу, девчонки. Не нужно, не нужно. Итак, какой мужчина сам по себе? Покажите мне. Ну, опять звезда идти колотить. Звезда. Что ж, мужчина... Да. Будет такой период, возможно, вот гармонию и спокойствие в этом помещении, в котором вы первый раз встретитесь, он нарушит именно потому, что действительно в его жизни будет такой период, когда он будет ставить точку. И вот ощущение вот этой потери, пустоты, бедноты душевной будет, конечно, присутствовать. Но, тем не менее, мужчина сам по себе в ресурсе, мужчина сам по себе при денежках, мужчина сам по себе красив, мужчина здесь будет понимать, что он красив, мужчина будет такой, знаете, знать себе цену, да, здесь какая-то доля эгоизма, конечно же, будет присутствовать. Ну, а как же, я ж красивый, я ж такой вот весь такой, ну, что поделать, девчонки. Дальше поехали. Ну, опять нам то же самое говорится, девчонки, напишет он вам сообщение или позвонит, здесь будут чувства, здесь будет романтика, и вот это вот его сообщение или этот его звонок будет судьбоносным, опять нам это карты подчеркивают. Ой, девочки, ну, мужчина имеет свойство как-то себя накручивать. Ставить себя в какие-то рамки, сам себя в эти рамки загонит и потом, как говорится, сидит, соплю пускает. Ну, девчонки, мне здесь показывают, что это все не просто так, именно таким способом мужчина духовно растет. Имейте в виду. Не знаю, зачем это говорят, но раз говорят, значит надо, правильно? Очень... тяжелый период у него будет с его женщиной, с его женой. Очень-очень тяжело, там какая-то колоссальная ответственность на него упадет, и все это он будет тянуть. Но скажу по магу сразу, что мужчина этот будет точно понимать, что он хочет, и все будет брать в свои руки и действовать. Да, соплю на кулак будет мотать, но при этом будет делать. Этот мужчина, вы знаете, в плане подарков, в плане финансового вложения в женщину будет как-то немножечко скуповат. Почему, девчонки, объясню, вот вам это надо будет знать. Потому что вот в прошлом ему это сердце разбило. В прошлом как-то вот такое ощущение, что ресурсы с него женщина вытягивала, он ей давал, он вкладывался и получил разбитое сердце. Поэтому во время вашего знакомства и развития ваших отношений мужчина как-то особо не будет в вас финансово вкладываться. Но это только первое вот небольшое время, пока он будет вас изучать, к вам присматриваться. Поэтому, девчонки, не торопитесь делать выводы, что мужчина скупой, что мужчина жадный. Имейте в виду. Мужчина сразу же отметит вас очень
огненный, страстный, харизматичный, у мужчины появится к вам чувство, и вот его вот эта вот пентакливость, да, энергии короля пентаклей, стабильного мужчины, который может быть прекрасным мужем, может быть прекрасным отцом, может быть прекрасным главой семейства, он это вам будет очень, скажем так, демонстрировать. То есть вы, в принципе, это сразу увидите. Сам по себе мужчина победитель. Здесь мне почему-то идет энергия о том, что мужчину очень сильно поддерживает его род, в принципе, его семья. У него такие достаточно крепкие связи семейные. И мне здесь говорится о том, что вот благодаря этой поддержке семьи, да, веры в него, он добился больших успехов. И, в принципе, такой мужчина, который привык добиваться своего, вот именно за счет того, что семья в него верила, семья в него вкладывалась, поддерживала. Вот здесь такое. Ну что ж, девчонки, вот такой мужчина. Давайте посмотрим, что принесет этот мужчина в вашу жизнь. Что этот мужчина принесет в вашу жизнь. Мужчина, первое, что принесет в вашу жизнь, это ваше абсолютное ясное, точное понимание того, что как в прошлом уже не будет. Абсолютно. Судьбоносные изменения произойдут в вашей жизни, и вы это будете совершенно четко понимать, что как было в прошлом, уже не будет. Здесь такое ощущение, что мужчина принесет в вашу жизнь вот какую-то защищенность, и это на энергетическом уровне. Защищенность по иерофанту и справедливости могу сказать, что, точнее по энергиям, которые эти карты излучают, он как-то энергетически создаст вам ощущение защищенности, безопасности, стабильности. То есть здесь прям какая-то гармония. Вот не могу выразить эту энергию, как ее описать. Ну, когда все стабильно, когда все хорошо, когда я защищена, когда я в безопасности, когда я знаю, что со мной сильный мужчина рядом. Вот такое, девчонки. Что он принесет? Ну, он принесет вам, вот по королю мечей также могу сказать, что он, как-то понимаете, он будет руководить процессом, он будет руководить развитием ваших отношений, он будет руководить процессом перехода на следующий уровень этих отношений. То есть здесь мужчина будет рулить, здесь мужчина будет принимать решения важные. Но и в то же время по аркану влюбленные здесь будет именно любовь достаточно сильная, любовь настоящая. И мужчина, такое чувство, что достаточно быстро поведет вас на новый уровень. Вот на новый уровень, это в брак. Что он еще принесет? Ну, мужчина принесет вам искушение, которым вы с удовольствием поддадитесь. Мужчина принесет вам радость, любовь, семью. И по пажу жезлов мужчина вас все время будет как-то радовать. Мужчина вас будет как-то радовать, какие-то мелкие подарочки, какие-то импульсивные знаки внимания в вашу сторону. Ну и здесь еще может быть, что принесет вам мужчина. Мужчина принесет вам ребеночка. Тоже такое может быть. Ну что ж, девчонки, поехали дальше. Какие недостатки у мужчины, да? Какие недостатки? Давайте посмотрим. Так, сейчас, секундочку. Очень хочу зарядить свою куриточку.
Это уже, девчонки, традиция. Может, кого-то раздражает, что я во время раскладов тут сосу свою курилочку. Ну, простите, девчонки, я так уже привыкла, и я как-то расслабляюсь в этот момент. И она мне, как товарищу индейцу, трубка мира, как-то помогает более глубже погружаться. Поэтому, девчонки, кого раздражает, ну, как говорится, сорян. Ну что ж, какие недостатки моей прекрасной даме нужно знать? Какие недостатки в этом мужчине? Ой, девчонки, ну здесь... Ой, ну смотрите, какая энергия пошла интересная. Мужчина очень много будет разъезжать по миру, буквально. То есть это другие страны, это, может быть, командировки. Ну, скорее всего, я вот чувствую, что здесь вынужденные какие-то поездки. И, то есть, нам здесь показывают, что он будет достаточно часто и достаточно на длительный срок отсутствовать в доме. Девчонки, может, он вообще капитан дальнего плавания, так что извините, как говорится. И у вас, конечно же, это будет вызывать некий дисбаланс. То есть вам хочется, чтобы он был дома, а он вынужден куда-то ехать. И для вас это будет самый большой недостаток. Вы будете считать его недостатком то, что он любит встречаться с друзьями, какие-то у них дебильные, с вашей точки зрения, будут встречи, как-то они на этих встречах будут вести себя как пацаны какие-то. В общем, вам это не будет нравиться, это будет считаться недостатком. Также вы будете считать недостатком мужчины то, что он от своего окружения, от своего общества будет скрывать о том, что у вас потрясающая любовь и переизбыток эмоций, что у вас все прекрасно, солнце. Это как-то он это будет скрывать, может быть, на людях не будет показывать свои чувства. Вот здесь такое может проходить, девчонки. Ну, еще вы будете считать недостатком то, что мужчина будет как-то пытаться вас победить, как-то, как бы это сказать, даже не конкурировать с вами, а, ну, скажем так, занимать лидирующую позицию в семье. Понимаете, вот так. Вы будете считать, что это как бы недостаток. Ну что ж, ничего критического, критичного, господи, ничего критичного мы не увидели. И критического тоже. Ну что ж, девчонки, давайте посмотрим достоинство. Достоинство. Интересно. Покажите достоинство этого мужчины. Ну, император. Ну, вы знаете, мужчина прошел достаточно тяжелый путь жизненный, да? Вот, ну, тяжеловастенький путь у него был. Вот это его достоинство. У него богатый жизненный опыт будет, это раз. Во-вторых, ну, император... Он все может взять в свои руки, все может организовать, все может устроить, всего может добиться, может взять на себя колоссальную ответственность. Вот достоинство по императору, ну понятно, да? Мужчина будет вас безумно любить. Мужчина умеет любить. Мужчина умеет ухаживать. Мужчина умеет исполнять мечты. Понимаете? Вот. Прекрасное достоинство, я считаю. Этот мужчина как-то найдет к вам подход, как бы трудно вам не было, вот в какой-то трудный период эмоционального состояния вашего, этот мужчина будет как-то возвращать вас в ресурс, то есть закрывать ваши
беды, закрывать ваши проблемы, укрывать вас от них, решать их. Понимаете, как-то он будет достаточно быстро возвращать вас в гармонию, в ресурс, в баланс, вот, в достоинство. Опять выпадает нам это сочетание карт, девчонки. Вот знаете, мне здесь идет по энергиям, мужчина вас будет очень сильно поддерживать. Все какие-то ваши страхи, комплексы, недостатки, вот здесь мужчина все это сметет просто, понимаете? Он будет как-то, вот вы там к зеркалу подошли, ой, что-то я поправилась там, блин, некрасиво, а он все это обыграет так и подарит вам уверенность такую в себе, что вы скажете, да ну и чё, ну набрала, зато, как говорится, сиськи больше стали, девчонки. Так что, как говорится, мужчина будет к вам иметь такой подход очень уникальный. Ни один мужчина так не мог вас взбодрить, так не мог разрешить ваши страхи, проблемы, комплексы. То есть здесь все прекрасно. Здесь все прекрасно. Ну что ж, давайте посмотрим материальное положение мужчины. Все мы люди земные. И ничто земное нам не чуждо, поэтому не считаю зазорным посмотреть, каких успехов добивается мужчина в материальном плане. Угу. Такое идет, что на момент знакомства мужчина уберет из своей жизни какие-то нечестности и обманы, тем самым возьмет шанс на улучшение своего финансового состояния. Тут уж может отыграться по-разному, девчонки. В прошлом мужчина принял какие-то судьбоносные решения, которые вот сейчас, в настоящем и в будущем будут приносить ему денежки. Ну, я скажу так, он дорос до финансового такого своего состояния стабильного. По 8 мечей защитил свою финансовую стабильность, и у него по колеснице будет рост финансов. Здесь еще говорится о том, что вы, в принципе, вот союз с вами, мужчине как подарит крылья, как откроется второе дыхание. Здесь мужчина даже может начнет чему-то обучаться. И по магу, да, здесь у него будет финансовый, скажем так, рост. Будет финансовый рост, вы ему как-то, ну, вы его окрылите, девчонки. Ради вас он будет тут еще больше зарабатывать. Вот такое. Так. Как вы будете ощущать себя в браке с этим мужчиной? Как вы будете ощущать себя в браке с этим мужчиной? Нет, вот, девчонки, какой раз по счету выпала эта комбинация карт? Вот это. Вот какой раз? Я не знаю. Ну что, мужчина будет вам постоянно писать, звонить. Люблю, скучаю, целую. Моя булочка, моя рыбочка моя. Ну, вот здесь такое, понимаете? Вы, ну как вы будете себя ощущать императрицей? Императрицей. И вы будете уверены, что никакой несправедливости в вашу сторону со стороны этого мужчины не будет. Не будет.
Вы будете ощущать себя, что вы постоянно идете в еще большую стабильность, что вы идете в радость, что вам, в принципе, все в кайф. Ваши отношения, ваше времяпрепровождение, все вас будет радовать, девчонки. Вот если в прошлом приходилось что-то отстаивать, за что-то бороться и, в принципе, бороться с какими-то нечестностями и подводными камнями, течением, то здесь будет стабильность абсолютная. Вот эти все ваши тяжести, разочарования, я уже об этом говорила ранее, что мужчина будет вот как снимать с вас груз какой-то ответственности, будет брать это на себя. Ваши какие-то разочарования, неудачи, мужчина будет возвращать вас в ресурсы, будет выводить вас из этого. Понимаете? Опять эти же карты. Финансово мужчина с вами будет расти. Опять эти же карты. Девчонки, мир, 4 жезлов, но будет уезжать. Будет долго отсутствовать в доме. Вот вы в этот момент будете ощущать себя двойственно. И вроде у меня все хорошо, и в то же время вот его нету дома, меня это бесит, напрягает. Ну, здесь семья, здесь гармония, здесь радость, здесь счастье. Он будет исполнять ваши мечты, будет исполнять ваши капризы. По дьяволу у вас прекрасно все будет, как говорится, в семейной спальне происходить. Все будет только самое интересное и замечательное, девчонки. Ну, что здесь еще добавить? Есть такой нюанс, что мужчина будет отсутствовать дома по работе. Ну, что делать, как говорится, девчонки? Хотите много денежков? Ну, придется с этим смириться. Как ускорить вашу встречу? Как вы можете ускорить вашу встречу с этим мужчиной, с вашим будущим мужем? Так, во-первых, что мне здесь говорят? Кто сейчас сомневается в том, что вы, в принципе, выйдете замуж и что вам встретится такой мужчина, прекратите. Мне здесь говорят, успокойтесь, сгармонизируйте себя, не бойтесь показаться чувственной, нежной, ранимой, не бойтесь. Не скрывайте вот эту кубковость в себе. Не скрывайте свои чувства, будьте более открыты и спокойны. Здесь говорится о том, что прекратите следить за своим бывшим. Вот это 100%. Подглядывать там где-то в соцсетях, фотку можешь его смотреть. Прекратите. Когда прекратите, у вас пойдут новые энергии. Вот на эти ваши новые энергии и придет ваш император. Ваше ясно, прекрасно солнышко. Девчонки, мои хорошие, кто не верит в свою любовь, в эту прекрасную встречу, я надеюсь, что мой расклад подарил вам эту надежду, сработал на вас как психолог. Я очень надеюсь, что вы поверите в себя, поверите в свое прекрасное светлое будущее. Я очень надеюсь, что этот расклад вселит в вас надежду. Это самое главное. Ну что ж, девчонки, пусть все сказанное мной обязательно сбудется и проиграется в вашей жизни в 1500 раз лучше, красивее, романтичнее и ярче. С вами была Сибирика. Желаю вам счастья, любви, здоровья, надежного и любящего человека рядом. Увидимся с вами в следующем видео.